Уважаемые дамы и господа, мы сегодня с вами приступаем к следующей теме. Тема вторая. Основные части сознания. Тема вторая. Основные части сознания. Основные части сознания и занятие первое. Основное сознание. Занятие первое. Основное сознание. По теме в целом, в двух словах. По основному сознанию, да, по управляющей части сознания мы сами рассматривали соответствующие занятия, интеллект, да, центр восприятия, воли, как работают и другие подробности. Понятно, что в этой теме мы с вами рассмотрим основные части. Это управляющие центры головы, подсознание, общее сознание, сверхсознание. И так как по управляющим мы проходили подробнее, то мы рассмотрим эти вопросы под одним углом зрения, а по остальным составляющим сознания, по основным частям сознания мы пройдем больше в режиме первое знакомство. Да, как они выстроены, для чего они служат и так далее. Сегодняшнее занятие и следующее будут посвящены основному сознанию. Отличие между занятиями. Сегодняшнее занятие – это в целом наша управляющая часть, что нужно делать именно с ней. Все знают, что рыба гниет с головы. Если человек не наведет порядок в голове, то с остальными своими частями сознания, со своими проблемами и достоинствами, ему будет тяжело работать. Поэтому сегодняшнее занятие, то, что касается большей степени, как навести порядок в голове. А следующее занятие – это взаимодействие управляющей части, да, центров головы со всеми остальными частями. Основные правила, основные задачи, которые нам нужно понять и решить. То есть нам сегодня нужно понять, вспомнить, да, как работают, как взаимодействуют центры между собой. И основное – это какие задачи нам нужно перед собой поставить, да, чтобы мы к этому шли, и чтобы мы могли рассчитывать на успех в совершенстве, управлении собой, да, в достижении успеха в жизни. Да. Для этого человек должен быть сильным. И первое, нужно привести в порядок голову. Если сравнить, одна из задач, нужно нарисовать такую картинку, которая помогала бы нам смотреть на себя, понимать, что происходит, ставить перед собой те или иные вопросы, задачи, чтобы с этим было удобно работать. Поэтому один из образов для сравнения, который помогает, можно сравнить себя с государством. Да, там есть творческие люди, там, работники физического труда, есть госструктуры, силовые структуры, там есть все. Да? И в этом плане центры головы, они решают вопросы, связанные с управлением. Да? Интеллект принимает решения, там исследовательские всевозможные организации есть, все знания и решения. Кабинет министров, там, парламент, они принимают решения. Да? Там, центр восприятия, предположим, веб-камеры везде стоят, получают информацию, расшифровывают, да, дают информацию исходно. Там, бюро статистики, анализа собирают информацию, чтобы сделать это достоянием интеллекта и сознания в целом. Центр воли – это силовые структуры. Да? То есть если обнаружен нарушитель, их задача его взять под белые ручки и в тюрьму отправить. Или там другие меры воздействия, да, к нему предпринять. Да? То есть это такие функции. Верхушка управления. Понятно, что если верхушка продажная, пьянствует, коррумпированная, безразличная к судьбе своей страны, страна лучше не станет. Там могут быть талантливые люди, предположим, те или иные мыслительные структуры, те или иные центры, они могут быть супер хорошие. Но если голова не выстроена, да, если интеллект и остальные центры не выстроены, то все таланты, они пропадут
Да? Они без толку. Человек ими не распорядится. Да? И если у него нет внутренней дисциплины, что делать со своей головой, он не сможет преодолеть проблемы, которые ему мешают идти к счастью, к силе, к совершенству, к успеху. Да? Он не сможет проблемы победить, он не сможет себя выстроить так, чтобы это было супер. Да, достойный человек, там, в идеале из огня и стали, сломать невозможно. Нельзя вывести из себя, да, в груди огонь, в глазах блеск, и никто мне настроение не испортит. А большинству людей портить не нужно, они ходят в плохом настроении. Они отдали власть недостойным людям. Они отдали власть проблемам. Они не ценят, вот их сознание радуется или в печали. Люди, ну как в некоторых странах, выходят люди с плакатами, кушать нечего. А правительство говорит, отстаньте, у нас заседание. Да, вот человек ходит печальный, да, его сознанию плохо, его мыслительным структурам плохо, ему телу плохо, а он ничего не делает, чтобы сделать лучше. Да, то есть правительство оторвано от народа. Вот кто не стремится делать себе благо, не желает себе блага, не вкладывает усилия, чтобы привносить себе благо, то играет вот роль такого правителя. Наплевать, что происходит в стране. Мне есть чем заниматься, тут посплетничать нужно, тут попереживать нужно, тут телевизор посмотреть. И плевать, что страна пропадает. Да? Соответственно, чтобы этого не было, нам необходимо определиться, какие задачи должны быть поставлены перед нашим правительством, да, перед нашей головой, перед центрами головы, чтобы мы не были поганенькими правителями, безразличными к судьбе народа, да, к своему сознанию, к своему телу, или неспособными что-либо для него сделать. Да, но еще хуже, когда правители-предатели пришли, чтобы угробить народ, страну. Да, то есть они совершают зло и считают, что это правильно. Да, поэтому есть различные варианты, как вы относитесь к себе, как ваше правительство, центры головы относятся к себе. И лучше, конечно, чтобы это были самые достойные, самые правильные решения. Да, потому что мы сами говорили, множество примеров в истории, когда из нищеты, да, страны поднимаются с огромной скоростью вверх. Да, и те же самые примеры, когда богатая страна просто рушится. Поэтому из-за коррупции, из-за предательства, еще за чего-то. Да, там, Сингапур, да, за 20 лет в 40 раз увеличил, да, там, доходы населения. Да. Там, другие страны, если у власти патриоты, служители, то у них цель – благо. Они работают для получения желаемых результатов. А если такой цели нет, в данном случае у вашего правительства по отношению к вам, то вы не работаете с полной самоотдачей. Вы сидите и думаете, да нужен ли мне этот народ? Заслуживает ли, чтобы я ему желал блага? Может, он так помрет, а мне-то что? Да? Поэтому задача, чтобы наше правительство было кровно заинтересовано во всем хорошем. Да? Для этого нужны соответствующие картинки. Огромная благодарность, Михаил Юрьевич, за занятие. Хочется сказать, что сегодня действительно вот почувствовала все управляющие центры, наверное, особенно в первой части занятия, голова была очень тяжелая, и действительно понятно, что там много чего нужного, но много чего и ненужного в том числе. И огромная благодарность за структуризацию этих знаний, потому что действительно это то, что помогает нам, собственно, понять и структурировать то, что мы уже 3 года учили на курсах формирования личности. И без этих знаний, мне кажется, это вот действительно основа, теория, которая помогает нам разобраться и понять, что те знания, которые мы уже получили, насколько они действительно важны. Теперь мы сможем и те знания применять намного лучше, благодаря тому, что мы теперь знаем теорию. Спасибо. Спасибо. Огромная благодарность, Михаил Юрьевич, за плюс ко всему вышесказанному, за постоянные тренинги на
как бы адекватность и самооценку, потому что когда себе ставишь оценки, вдруг в какой-то момент ты где-то там проштрафился, и сознание так бунтует, то там комплекс отличника включается, то там еще что какая-нибудь глупость. Огромная за это благодарность. И огромная благодарность за тренинги в новом формате творческие в конце и по кругам, потому что это реально помогало, ну, лично я испытал несколько раз огромное наслаждение, когда вот в импровизации сознание и подсознание разыгрывают целую драму, и это заканчивается финалом даже неожиданным для обоих. Огромная благодарность, что, ну, по алгоритму пришла мысль, что творчество – это как бы вот финал как раз преобразований, и сегодня лично мне это помогло вот выйти на более высокое состояние. Спасибо. Спасибо. Все, кто сражается на наших занятиях, молодцы.